Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Красота и Бисер. И сегодня я вам предлагаю вот такое оригинальное украшение сплетено в виде жгута. Жгут с кулоном, который сплетен из того же мотива, что и само колье. Это очень удобно, так как не нужно искать другой материал для этого украшения. Я поставила здесь стеклярус, который чередуется с бисером, но можно поставить и рубку, если у вас нету стекляруса. И стеклярус можно ставить любой длины. За счет длины стекляруса будет увеличиваться или уменьшаться расстояние между цветочными лентами. И в самой ленточке бисер белый я взяла чуть крупнее, для того, чтобы цветы были более выражены. Но можно также ставить и бисер 10 размера, того же, что и основной коричневый бисер. Красивый получился жгут, хорошо сочетается и бисер в этом цвете, и само, конечно, плетение очень красивое. Оно будет хорошо смотреться как и с кулоном, так и можно просто вокруг шеи сделать колье, которое будет вас украшать. И в любом цвете можно выполнять это украшение. Вот я взяла, например, зеленый бисер за основу и стеклярус золотой. И мне кажется, это уже пахнет весной. Тоже замечательно смотрится. И красиво будут смотреться что один, что другой цвет в браслете. Так что, если вам нравится, присоединяйтесь и приступим, выполним это колье. Для этого жгута понадобится стеклярус черный 7 мм, бисер золотой для серединок цветов, вот его номер, бисер светло-коричневый номер, весь чешский номер 10 и бисер белый перламутровый 2 мм. И также мононить. Все жгуты лучше всего плести на леске или на мононити. Они тогда упругие. 0,2 мм. И бисерная игла номер 12. Для жгута набираем 6 коричневых бисерин на иголочку и подводим их к концу ниточки, оставляем кончик для прикрепления застежки 15-20 сантиметров и возвращаемся этой иглой во все эти бисеринки, игла по направлению основной нити, и замыкаем их в колечко. Это набор для жгута. Если вы будете делать еще и кулон, то изначально набираем 12 бисерин. Еще раз пройду в одну бисеринку, чтобы нити были в разных бисеринах, начало и конец. Вот так. Набираем коричневая, золотая, коричневая. И вот ниточка выходит из бисеринки, одну пропускаем, следующую проходим. Вот так. Снова набираем коричневая, золотая, коричневая. И также одну пропускаем и в следующую проходим. Дальше продолжаем. Коричневая, золотая, коричневая. Одну пропускаем и в следующую проходим. Я поставила в серединку 3 бисерин золотую, для того, чтобы хорошо было видно, с какой бисеринкой соединять в следующем ряду. И в кулоне у нас будет 6 золотых бисеринок. Переходим на второй ряд.
также набираем коричневая, золотая, коричневая и соединяем с золотой бисеринкой предыдущего ряда. И так соединим остальные. Эти два ряда необходимы для того, чтобы стеклярус начинался не с первого ряда, а чуть дальше. Тогда сам узор будет плавно начинаться, а не резко от начала, и красиво будет возле застежки. И если вы будете делать кулон, у вас тоже будет начало из 12 бисерин и нескольких рядов. И теперь переходим непосредственно к самому узору. Мы набираем белая, золотая и белая. И проходим в золотую бисеринку предыдущего ряда. Одна у нас пропускается с самого первого ряда, и в следующую золотую проходим. Теперь набираем 3 коричневые бисеринки и также проходим в золотую бисеринку предыдущего ряда. Дальше набираем стеклярус и 2 коричневые. И также проходим в золотую бисеринку предыдущего ряда. У нас закончился первый ряд. Для кулона вы будете повторять этот набор еще один раз. Переходим на следующий ряд. Набираем 2 коричневые и 1 беленькую. И проходим в золотую бисеринку между 2 белыми. Теперь набираем 1 беленькую и 2 коричневых. И проходим в среднюю из 3 предыдущего ряда. И вот если сбоку посмотреть, мы сделали первый цветочек. Теперь набираем стеклярус, 2 коричневые и проходим в первую бисеринку после стекляруса, в коричневую. И у нас стеклярус лег над стеклярусом. У нас закончился мотив. Дальше мы начинаем с первого ряда. То есть у нас мотив ложится в 2 ряда. Мы набираем белая, золотая, белая и проходим в коричневую бисеринку возле белой. Вот так. Набираем 3 коричневые бисерины и проходим в коричневую после цветочка, после белой. Вот так. У нас образовывается новый цветочек и закрывается предыдущий.
И дальше также набираем стеклярус и 2 коричневые. И проходим в первую коричневую после предыдущего стекляруса. И дальше набираем 2 коричневые и белая. И проходим в золотую бисеринку между двумя белыми предыдущего цветочка. И теперь закрываем этот цветочек, набираем 1 белую, 2 коричневых и проходим в среднюю из 3 коричневых бисерин. Вот так. Набираем стеклярус и 2 коричневые. И проходим в первую коричневую после стекляруса. И у нас между дорожкой из стеклярусов ложится ленточка из цветочков. И так продолжаем плести до необходимой длины. Я проплела жгут 60 сантиметров, так как мое украшение будет с кулоном. Если вы будете делать без кулона, вам можно меньше длину делать, только по основанию шеи. И с этой стороны я прикрепила уже застежку. Смотрите, за счет дополнительных 2 рядов у нас аккуратно начинается жгут, и можно не ставить ни колпачки, никакие дополнительные аксессуары для застежки. Это очень удобно, мне кажется. И с этой стороны, вот я, когда закончила второй ряд мотива, я 2 ряда проплела по 3 бисерины, над стеклярусом тоже вот 3 бисеринки, и вышла в 6 бисерин, так как мы и начинали.
Набираем 4 бисеринки и колечко. И проходим, ниточка выходит вот из бисеринки. Мы одну пропускаем и проходим в следующие 2 из 6. Так как у нас петелька будет двойная. И теперь набираем снова 4 бисеринки коричневых. Проходим в петельку. И в бисеринку рядом с той, из которой мы начинали первую петельку. И проходим через 2. И у нас кольцо получается в двойной петельке. И теперь по этим петелькам пройдем еще раз. И у нас получается петелька, между ними, между бисеринками петельки бусинка. И с этой стороны бусинка. То есть 2 из 6 с этой стороны мы задействовали, 2 из 6 с другой стороны. И между ними по одной. И застежка будет прикреплена. И еще пару слов хочу сказать о кулоне. В процессе плетения жгута я обращала несколько раз ваше внимание, сколько и как нужно набирать бисерины для кулона. Видите, у нас здесь 2 раза повторяется узор в одном ряду. То есть мы сделали цветочек, стеклярус, и снова цветочек и стеклярус. И за счет повторения узора у нас получается жгут более широкий. Но для самого плетения, например, для браслета, для жгута, он будет мягковат. Для кулона хорошо, потому что начало и конец держат упругость самого кулона. А для браслета, например, нужно будет что-то вставлять, потому что он будет плоский. Ну, это уже на вкус. И смотрите, я проплела, начинала из 12 бисерин, вот как я и начинала сам жгут. Потом плела двойной узор, и в конце я вышла в 6 бисерин. Не в 12, а в 6, для того, чтобы он более плавно закончился. И здесь, так как и в застежке жгута, из 6 бисерин по 2 задействовала с противоположных сторон и по одной бисеринке с каждой стороны самой цепочки. Цепочку я плела по схеме, мы делали такую цепочку и в бантиках, и в магии квадрата. Добавляла просто через 2 звена в шахматном порядке по одной белой бисеринке, чтобы было более гармонично соответствие с самим жгутом. И получился вот такой кулончик. Внизу для самих кистей я из каждой бисеринки 12 начала выходила, набирала нужное мне количество и в том наборе, какой я для себя определила. Возвращалась из последней бисеринки по этому набору, проходила в ту бисеринку, из которой выходит нить, и в следующую. И так 12 раз. И получилась вот такая красивая кисточка. Я думаю, в этом сложности не будет. Кисточку можно сделать в любом сочетании цветов и бисера, в котором вы пожелаете. Я сделала в таком, мне более показалось приемлемым и самым подходящим такой цветовой набор. И очень хорошо будет соответствовать этот кулон самому жгуту. Смотрите, он в каком бы цвете
и плетении вы не плели украшения, он будет подходить, так как он будет из того же материала, из которого сплетен сам жгут. Если вам понравилось украшение, приглашаю, подписывайтесь, кто не подписан. И благодарю вас всех за просмотр, за комментарии, за лайки и до встречи в новом видео.